Всем привет! В данном видео покажу и расскажу, как сделать приспособление, чтобы в жаркую погоду летом наш автомобиль не закипел, чтобы было бы хорошее охлаждение двигателя на автомобиле. Для этого нам нужно вот такие две трубочки, можно и одну. Кстати, одна от тормозной системы автомобиля, вторая от холодильника. От решетки, которая установлена сзади холодильника. Они похожего диаметра. Данные трубочки нужны чем тоньше диаметром, тем лучше. Теперь дальше берем трубку и при помощи молотка заклепываем один кончик трубки. Вот таким принципом. Стараемся сделать то место, где мы заклепали трубку, одинакового диаметра, как толщина трубки. После того, как заклепали нашу трубочку, берем, отмеряем 35 сантиметров. Теперь берем при помощи дорника и делаем отверстие. По всей длине нашей, где мы отмерили 35 сантиметров, каждый сантиметр. Вот так. Или можно при помощи сверлышка насверлить. После того, как просверлили отверстия, надо подровнять края. Надо, чтобы было бы очень ровное, не было бы заусенцев никаких и ничего бы не цепляло. Берем наждачную бумагу, вставляем нашу трубку в шуруповерт и вот таким принципом шлифуем. После того, как отшлифовали, берем кусочек кембрика, надеваем на то место, где мы заклепывали, и затягиваем его. Дальше берем нашу трубку и в сторону отверстий загибаем ее под 90 градусов. Данная трубка подается очень легко и можно вот так ее загнуть. А вторую трубку оставляем длинной, на всю длину. Дальше берем вот такой шланг, который побольше давления выдерживает. Подключаем шланг к нашей трубке, к нашему приспособлению. Теперь берем хомут, надеваем на шланг и затягиваем. Затянули. Теперь с другой стороны шланга подключаем быстросъем для воды. Вот и все. Берем наше приспособление и пошли тестировать. Итак, вот наше приспособление. Подключаем быстроразъем к водяному шлангу. Ну что, погнали пробовать, как это работает. Проверил данную трубку, данное приспособление и понял, что не хватает давления. И трубку не стал переделывать, просто при помощи кембрика уменьшил количество отверстий. Немножко получилась ошибка, так как много отверстий и не хватает давления. Вот сейчас хорошо. Все работает так, как и должно. Теперь откручиваем и снимаем переднюю решетку на автомобиле, так как есть доступ через решетку к радиаторам. Чаще всего забивается первый радиатор, а первый радиатор, как правило, это кондиционера радиатор. Следующий радиатор идет, это уже охлаждение двигателя, антифриза. Поэтому, если первый забьется, охлаждение у нас теряется недостаточно и начинает двигатель кипеть. Антифриз закипливает, и мы ехать дальше не можем. Так как этот радиатор чаще всего забивается всякой грязью, пылью, тополиным пухом и так далее. И чтобы его вычистить, чтобы хватало охлаждения, нужно разбирать
весь перед и снимать радиатор. Так, чтобы такого не делать, для этого нам и нужно вот такое приспособление. Почему вот такая неровная трубка? Так как сверху нет у нас возможности задвинуть трубку, если только снизу. А на некоторых автомобилях доступно задвинуть трубку сверху, иногда снизу автомобиля. Поэтому я и сделал вторую трубку. В данном случае нам нужна трубка, загнутая под 90 градусов. Ее можно задвинуть туда и под давлением промыть. Поэтому нужны отверстия именно в эту сторону. Задвигается трубка вот таким принципом. Вот, видите? И там есть зазорчик между радиаторами примерно сантиметр, максимум, больше нет. Самое главное, надо очень осторожно, чтобы не повредить вот эти алюминиевые, на некоторых латуневые жестяночки, которые должны быть не согнутые, так, чтобы через них мог пройти воздух, ветер и было бы охлаждение. Ну что, включаем воду и промываем радиатор. Вот таким принципом промывается радиатор. Видите, как текет в обратную сторону, вперед вода, так как в сторону двигателя нельзя. Мы наоборот будем замывать, забивать радиатор. А так мы вымываем в ту сторону, через которую сам зашел вот сама грязь, сама пыль, пух, разная гадость. Вот таким принципом. Немного заметно, как вода вымывает из радиатора пух, а также и грязь. Конечно, может немножко давление из-за маленькое, но я думаю, мы все равно промоем радиатор на 80%. Как видите, данное приспособление работает прекрасно, а самое главное, на 100% эффективно. Вот как-то так. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.